Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан и Бэрон пришли в дом человека, которого они считают своей матерью. Но Дилан боится услышать негативные вещи и очень волнуется. Сказав Баран: «Успокойся, мы еще не уверены, твоя ли ты мама, я не хочу, чтобы ты разочаровывался, я с тобой», Баран стучит в дверь. Дверь открывается, и Баран говорит: «Я хочу встретиться с Эсрой Елмазом». Глаза Дилана наполняются слезами. Пока госпожа Кадер беспокоится о Гюле, Ферат планирует похитить Гюля. В этот момент, когда Ферат пытался найти Гюль, лежащую без сознания на земле в саду, и привести ее в чувство, приходит госпожа Кадер и спрашивает, что случилось, и Ферат говорит: «Я нашел ее в таком состоянии». Господин Сеид приходит к дамам Ханифе со слезами на глазах и говорит, что мы не пойдем, распаковывайте чемоданы. Ферат и госпожа Кадер не могут привести Гюль в чувство. Пока Ферат обнимает ее и ведет внутрь, Салих выходит, и Салих пытается вырвать Гюль из рук Ферата, но Ферат не позволяет этого. Господин Кудрет отправляет Салихов по домам. Пока госпожа Сабиха думает о том, кто мог уронить этот браслет, она волнуется и тошнит, когда вспоминает, что в машину, кроме Хевина и нее самой, села только Дилан. Леди Эсра, которую нашли Дилан и Бэрон, не оказалась ее матерью. Когда Дилан разочаровывается, Бэрон говорит: «Не волнуйся, мы постучим в другие двери». Пока они разговаривали, когда Джихан позвонил Барану и сообщил ему, что они нашли Гюля без сознания, Дилан запаниковал и сел в машину, чтобы вернуться в особняк. Когда Вайч покидает Гюль и говорит, что она испытала сильный стресс и печаль, Ферат говорит, что с этого момента печали и стресса больше не будет. Когда госпожа Азади и Хасан спрашивают, откуда взялся этот обморок, господин Кудрет злится и спрашивает, не встревожена ли девушка. В этот момент приходит Баран и Дилан идет к Гюлю. Когда Баран идет к Ферату и спрашивает, сделал ли он что-нибудь с девушкой, Ферат злится, что не приходит ко мне. Господин Кудрет отправляет Ферата наверх и просит Барана прийти и поговорить. Когда госпожа Азади и Хасан остаются одни, госпожа Азади предупреждает Ферата, чтобы тот держался подальше от этой девушки. Дилан приходит к Гюлю, а госпожа Кадер оказывается рядом с Гюлем, который все еще без сознания. Госпожа Кадер винит себя: «Вы меня предупреждали, вы говорили ей не заставлять ее найти собственное счастье, я заставил ее выйти замуж за Салиха». Затем приходит Ферат. Сестра Кадер берет на себя вину, говоря, что это не ваша вина, это все моя вина, она расплачивается за ошибки, которые я совершил. Пока Дилан выходит из комнаты, чтобы пойти к Барану, она также вызывает Ферата поговорить. Затем он предупреждает Ферата, что если ты собираешься держать Гюля за руку, не отпуская ее снова, держись, иначе сдавайся, пока дорога близка. Гюль очень измучен. Господин Кудрет рассказывает Барану обо всем, что произошло, и говорит, что Ферату и Гюлю нужно время. Пока господин Кудрет и Джихан покидают Баран, чтобы присматривать за Фератом, приезжает Дилан. Баран также беседует с Аканом об их новоиспеченной Эсрой Елмаз. Когда Дилан спрашивает, касается ли секрет моей матери, Бэрон отвечает, что более четкой информации нет. Тогда Дилан винит себя в Гюль, говоря, что он оставил ее одну. Хотя я очень любил Ферата, я не понимал решения Гюля выйти замуж за Салиха и спрашивал ее, а она всегда игнорировала меня, говоря, что это к лучшему. Затем сообщение, пришедшее на телефон Барана, меняет его лицо. Когда Дилан спрашивает, что случилось, есть ли какие-нибудь новости, Бэрон отвечает: «Я не смог найти твою мать, но сегодня выполню одно из твоих желаний», и передает телефон Дилану. Дилану становится плохо, когда он видит фотографию своего отца. Бэрон усаживает его и пытается убедить его успокоиться. Хотя Дилан расстроен тем, что он разлучил меня с моей матерью, Бэрон говорит: «Не волнуйся, я тоже найду твою мать». Роуз приходит в себя и не может вспомнить, что произошло. Мать и дочь извиняются друг перед другом.
Когда Гуль понимает, что ее мать, госпожа Кадвер, больше не злится на Гуль, они обнимают друг друга, и приходит Ферат. Когда госпожа Кадер говорит, что она немного устала и ей нужно отдохнуть, Ферат уходит, говоря, что придет позже, и Гуль снова плачет. Он звонит Ферату, который покинул сторону Гуля, чтобы тот пришел поговорить с Гэжой Азади. Когда госпожа Азади говорит, что мать и дочь хорошо привыкли имитировать обмороки, госпожа Азади очень злится, когда Ферат говорит: «Я не хочу проявлять неуважение, оставьте людей в покое». Госпожа Сабиха очень надеется, что Дилан не девочка, но Хевен боится разочароваться, поэтому говорит, что это может быть просто совпадение, так что не надейтесь. В то время как Дилан расстраивается, думая о том, на кого она похожа, Бэрон снова поддерживает ее и поднимает ее моральный дух, говоря: «Я думаю, ты похожа на свою мать». Дилан Гуль выходит из комнаты, говоря, что она проснулась, и позвольте мне проверить ее. Цеврей очень злится, потому что поездку в Германию отменить нельзя. Джевдет успокаивает его и успокаивает. Пока Гуль и госпожа Кадер сидят на кровати, приходит Дилан и говорит: «Ты нас так напугал». Гуль извиняется, а Дилан говорит: «Веди себя хорошо, с нас этого достаточно». Когда госпожа Кадер выходит из комнаты, чтобы что-нибудь поесть, Дилан говорит Гулю то же самое, что она сказала Ферату. «Берегите свою любовь, не бросайте друг друга». Ферат смотрит на фотографии Гуль на своем телефоне и влюбляется в нее. Пока Бэрон сидит на кровати, к нему подходит Дилан, садится и опирается ему на грудь, и Бэрон обнимает его. Пока Дилан расчесывает ей волосы, подходит Бэрон, берет расческу из ее рук и расчесывает ей волосы. И хотя Дилан говорит: «Мне так повезло, что у меня такая замечательная жена, как ты», Дилан смущается и уходит, говоря: «Позволь мне позаботиться о Гуле». Когда Дилан входит в комнату и видит стоящего Гуля, она злится и говорит, что тебе нужно лечь и отдохнуть. Когда Гуль говорит, что моя мама больна и мне нужно помочь, Дилан говорит, что я найду решение и позволю барану принести еду. Снаружи сегодня. Пока госпожа Ханифе спорит с Геном Сиитом по поводу ухода, приходит Джевдет и говорит: «Я согласен с моим отцом, мы не можем оставить Дилана одного». Господин Сиит говорит, что мы должны быть с Диланом и помогать ему, пока он ищет свою семью. Баран не верит, что Дерья была той, кто совершил набег на свадьбу, и продолжает расследовать, кто она такая, и рассказывает об этом Гану Кудрету и Джихану. Когда Баран спрашивает, продолжим ли мы следить за Сабихой, господин Кудрет отвечает: «Да, он ищет новых инвесторов, встречается с Хасаном, но он также встречается с Джавахиром». Баран думает, что пытается сделать эта женщина. Она не уходит от нас. Джавахир приходит к Сабихе Ханем и говорит, что он очень рассеян и у него есть проблема, которой он с ней не делится. Пока они болтают, Хасан приходит с коробкой шоколадных конфет, чтобы поблагодарить его за то, что он начал работать с Фератом. Госпожа Сабиха говорит, что у нас была деловая встреча с Геном Джавахиром, и представляет его. Когда Джавахир встает и говорит, что ему нужно успеть на еще одну встречу, Хасан немедленно садится за стол. Дилан берет Гуль, приводит ее к Барану и спрашивает Баран: «Гуль, заставила ли ее моя бабушка или кто-то другой?» Когда Гуль говорит: «Нет, я просто принял неправильное решение, я позвоню Салиху и скажу ему, что этого брака не будет», она говорит, что с этого момента, когда у тебя возникнут проблемы, ты придешь ко мне. Когда Гуль просит разрешения и уходит, Баран говорит: «Не забывай, мы всегда с тобой». Когда Гуль уходит, Дилан целует Барана в щеку, и Баран спрашивает, почему именно сейчас. Дилан говорит, что мне так хочется, когда я вижу твое защитное отношение, я восхищаюсь тобой все больше и больше с каждым днем. Когда Баран встает и говорит: «Вы мной восхищаетесь», Дилан отвечает: «Очень». Затем, когда он говорит: «Давай выпьем кофе», Баран говорит: «Давай выпьем его». Когда Салих Гуль говорит ему, что брака не будет, он очень злится и кричит, что потратил много денег. Кудрет Бей слышит Ферата и приходит. Когда Ферат хватает Салиха за воротник,
господин Кудрет велит Гулю забрать Ферата отсюда и говорит Салиху, что этого не произойдет, будь мужчиной, забудь о Гуле, и отправляет его домой. Когда гнев Ферата утихает, он спрашивает Гуль, как она себя чувствует, он так боится за нее. Когда Гуль говорит: «Я думал, ты собираешься уйти», Ферат говорит: «Почему бы тебе не уйти, я собирался тебя похитить». И он помнит, что господин Кудрет сказал: «Возьмите Гуля и идите и постройте здесь свой дом». Гуль очень счастлив, когда слышит это, и снова заявляет, что не оставил Ферата Гуля и до сих пор его очень любит. На этот раз Хасан сообщает Джавахиру, что Баран ищет Эсру Йылмаза. Хасан становится глазами и ушами Джавахира в особняке, и после того, как Джавахир угрожает Хасану, он оборачивается и говорит: «Оставь надежду на Гежу Сабиху, ты ей не ровня». Госпожа Сабиха говорит: «Я должна узнать, принадлежит ли этот браслет Дилану, я не могу так жить», и выходит из дома вместе с Хевином. Когда Барану звонят и говорят, что не удалось найти никаких следов матери Дилана, Беран злится. Тем временем Дилан, стоящий у двери кабинета, слышит разговоры, входит и говорит: «Почему ты не сказал мне, что другие адреса пропали?» Когда Беран говорит, что «я не хочу, чтобы ты разочаровывался», Дилан говорит, что «я сдался и больше не хочу этого». Когда Беран спрашивает упрямого Дилана: «Ты не можешь так быстро сдаваться, что случилось?» Дилан отвечает: «Знаешь, тебе не нравилось мое упрямство». В то время как Беран говорит: «Я люблю все, что делает тебя таким, какой ты есть», госпожа Кадер говорит, что госпожа Сабиха пришла и хочет встретиться с Диланом. Дилан подходит к ним и приглашает войти. Когда госпожа Сабиха спрашивает: «Я не буду долго ждать, этот браслет был вашим?» Дилан говорит: «Я даже не осознавал, что уронил его», и радуется. «Думаю, госпожа Сабиха была важна для тебя», спрашивает она с любопытством. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.